Здравствуйте. Значит, сегодня у нас эфир с Денисом Спектром. Это блогер из США, который, как и я, поддерживает Дональда Трампа и, в принципе, республиканцев. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, дорогие слушатели канала Дениса Елисеевича. Рад всех видеть. Да, у меня аудитория по статистике процентов 60 Украина, наверное, не человек, а процентов 10 Россия, все остальные это абсолютно весь мир. Я так понимаю, это страны, куда разбрелись украинцы во время войны из-за военных действий. Небольшой процент есть из США, и я хочу этот процент увеличить, и думаю, он будет расти, потому что очень много моих соотечественников в США приехало. Ну, благодаря программе U4U в том числе, особенно. Да, я в курсе, у нас в нашем городе, в Питтсбурге, в общем-то, достаточно таких ребят, которые приезжают по этой программе, и я, в общем-то, связан с этими ребятами, как могу, помогаю им, так что я в теме. Вот. Я хотел изначально какой вопрос поднять. Дело в том, что я, вы знаете, давно поддерживаю Трампа, еще находясь в Украине, всегда это делал, когда вышел там в медиапространство. И любой человек, который публично хоть немного поддерживает его, он сразу какой-то токсичный как будто бы становится в обществе. Вот скажите, вы это связываете с тем, что все-таки мы выходцы из постсоветских стран, из коммунизма, и у людей остался этот все-таки совок в головах, что любой нестандартный человек, скажем так, который способен поднять кипиш, сразу вызывает негативные эмоции? Ну, в какой-то степени да, но это одна из причин. Вообще происходит это по совокупности нескольких причин, одну из которых вы уже перечислили. Но, наверное, все-таки самая главная причина – это вот результат той пропаганды, немыслимой пропаганды, которая у нас проводится долгие годы. Вот, значит, эта пропаганда очень напоминает мне вот такие советские времена каменного века, когда если человек по каким-то причинам, мнение человека не совпадало с мнением мейнстрима, он тут же становился врагом народа. Вот, я хорошо помню такие чисто советские выражения, как, например, израильская военщина, американский империалист. И к этим людям моментально ставили такой штамп. К сожалению, вот прошло столько лет, а ничего не меняется. Да, я знаю о том, что у нас очень хорошо ставят эти штампы, и я сам на себе это чувствую. Я, в общем-то, человек консервативных взглядов, ближе к центру. Я являюсь сторонником Дональда Трампа, хотя прекрасно вижу все плюсы и минусы его президентства. Но, тем не менее, в общем-то, я по-прежнему его поддерживаю, считаю, по-прежнему это, в общем-то, один из ведущих, один из самых ярких таких тяжеловесов политических, вот, которые, вы знаете, он уже идет в президенты. Да. Вот. Но то, что вы сказали, то, что вот приклеивать ярлыки, да. И мне очень приятно, Денис, что вы, вот, человек из молодого поколения, вы один из немногих, у кого другое мнение. Я очень рад, что на украинском блогерском пространстве появились люди, которые, в общем-то, идут против ветра, которые имеют свое мнение, которые пытаются разобраться в ситуации. Вот здорово, я даже, в общем-то, активно, являюсь активным блогером на своей фейсбуковской страничке. Я даже своим подписчикам вас вспомнил о том, что вот здорово, что наконец-то в Украине появились люди, которые, в общем-то, думают по-другому. Да, вот спасибо большое, мне подписчики передавали. Побольше. Да, спасибо. Скажите, а вот сейчас украинское общество обеспокоено высказыванием некоторых республиканцев, и сложилось такое мнение, опять же, всеобщее. Все, если республиканцы на промежуточных выборах побеждают, а если еще в 2024 году Дональд Трамп становится президентом, Украине уже не видать ни оружия, ни поддержки, и вообще Трамп агент Путина, ну вы знаете, все уже в одну кашу смешалось. Хороший вопрос. Ну, вы знаете, я в таких случаях всегда, вот и люди, которые задают такие вопросы, я, значит, задаю тоже вопросы. Я говорю, ребята, какое количество ракет упало на территорию независимой Украины, когда президентом был Дональд Трамп? Вопрос номер один. Вопрос номер два. Почему так в жизни получается, когда в 2014 году, значит, оттяпали Крым, по странному стечению обстоятельств, у нас на арене были Обама и Байден, в 2022 году, когда началась эта страшнейшая война, на арене те же. Почему никогда этого не происходило тогда, когда был президентом Дональд Трамп? Мне, кстати, до сих пор никто на этот ответ не может ответить. Вот. Мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые живут в Украине, чтобы они слушали не только мейнстрим, чтобы они не только слушали вот таких, в общем, достаточно известных журналистов у вас, раскрученных, как Дмитрий Гордон, как Киселев, уважаемые люди. Я бы хотел, чтобы эти люди еще, может быть,
посмотрели свой обзор, расширили, например, таким фактом, что произошло в Америке 25 июля 2018 года. Речь идет о декларации, называется Крымская декларация, которая была подписана в 25 июля 2018 года. Ее озвучил наш, тогда был у нас госсекретарь Майк Помпео. Вот я вам хочу, значит, буквально зачитать несколько вот абзацев из этой декларации. Во-первых, Да. еще предварительно я хочу сказать о том, что в 1940 году вот, значит, похожая декларация была признана по отношению к странам Балтики, которые вот, речь идет о Литве, Латвии и Эстонии, которые были частью СССР. Вот, фамилия госсекретаря Америки тогда, значит, была Бенджамин Саммер Уэллес. Вот именно его именем назвали эту декларацию. Вот, значит, и в общем-то похожая декларация была под непосредственным руководством Трампа разработана, ее озвучил Майк Помпео. Вот какой основной абзац этой Крымской декларации, которая, я уверен, что в Украине никто не знает об этом. США призывает Россию уважать принципы и приверженность, которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма. По мере того, как демократические государства стремятся построить независимый, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать наши обязательства международному принципу равенства суверенных стран и уважать территориальную целостность других государств. Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и решила сама себя изолировать от международного общества. Это была Трамповская декларация крымская, о которой никто не хочет знать. Вот, поэтому, знаете, понимаете, что происходит? Есть такая основная линия, есть наша пропаганда, левая, к сожалению, флагманом этой пропаганды является наша CNN. И, знаете, я был в Киеве не так давно, ну, может, несколько лет назад, жил в очень уютной квартирке на Лукьяновке. Вот, и я когда включал телевизор, знаете, я поражался. Во-первых, первое мнение об украинской политике: все ненавидят всех. Второе мнение: в Украине два врага. Первый враг, значит, одно время был Порошенко и Путин, и Трамп. А потом был, значит, президент ваш и Трамп. Я еще подумал, вот я слушал передачу, у вас есть такой блогер, очень известный, Иван Яковина. Вот вы очень такой, вообще-то, талантливый журналист. Но вот он вел передачу, это было настолько, значит, антитрамповская передача. Я про себя подумал, в Украине пенсия $60 в месяц. Неужели для Украины самая главная проблема вот так вот четко вот такая вот организационная вот проявить Трампа? Я просто поразился, думаю, вот это неужели для Украины вот больше других проблем нет, чем говорить о президенте другой страны. Вот. Хочу также отметить, что после событий 2014 года, когда Обама, наш бывший президент, помогал Украине одеялами, подушками, пришел Трамп, который, в общем-то, наверное, был первый человек, который отменил все эти указы, и Украина начала получать джавелины, что, собственно, сыграло свою особую роль, как только началась война. Именно трамповские джавелины помогли с первых дней этой войны вот каким-то образом, понимаете, помочь выстоять. Это же было очень важно. Об этом никто никогда не вспоминает. Задолго до начала, ну как задолго до начала войны, если я не ошибаюсь, 20 января 2022 года республиканцы первые сказали о том, что нужен ленд-лиз. Вот это было 10 республиканцев, которые сказали, поэтому вопрос о ленд-лизе стал еще до войны. Но, к сожалению, украинским политикам это неинтересно знать. Есть, вот понимаете, вот такая вот линия. Вот есть линия, Трамп это враг, и мы будем идти этой линии. И вот вокруг этой линии в разных интерпретациях, вот что я все слышу, вот, я слышу вот такие вот совершенно знаете, как смешно слушать ложь, когда знаешь правду. Я здесь живу, в общем-то, 30 лет, я в гуще событий. Вот. И вот потом, когда значит, выступает, значит, Евгений Киселев и начинает повторять CNN, мне хочется крикнуть, так мы давно это слышали. Теперь по поводу вашему вопросу, по поводу того, что, значит, у Украины есть опасения, по поводу того, что победа республиканцев как-то отразится на этой помощи. Но это, в общем-то, совершенно не так. Это абсолютно не соответствует действительности. Я бы сказал так, что украинский вопрос — это, наверное, единственное, что сейчас объединяет республиканцев и демократов. Да, у нас есть отдельные маргинальные товарищи, которые выступают не столько против помощи, а сколько против того, куда уходят вот эти миллиарды денег американских налогоплательщиков. И, в общем-то, тут есть все основания для того, чтобы задать вопрос: ребята, мы вам даем деньги. Есть, в общем-то, очень много источников, которые говорят о том, что часть денег уходит на демократические хотелки, а часть денег
к ним, до них дотягиваются руки высоких чиновников из Министерства обороны Украины. То есть абсолютно нормально. Об этом, значит, говорила я забыл ее фамилию, женщина, которая совсем недавно вот приезжала для того, чтобы поставить эти неудобные вопросы украинскому руководству. Спарк. Забыл ее. Виктория Спарц, вы имеете в виду, да? Да. Вот она очень объективно задавала эти вопросы. Нет, я думаю, что на помощь это никак, на военной помощи от Америки это никаким образом не становится. Значит, я слушал высказывание, вы, наверное, имеете в виду высказывание сына Трампа. А кто такой сын Трампа? Человек имеет свое частное мнение, вы можете с ним не соглашаться, я, например, с ним не согласился. Ну, слушайте, не так давно у нас 30 демократов написали письмо к тому, что нужно немедленно Украину принуждать к миру. В данный момент, пока мы с вами говорим, что у нас происходит сегодня. Сегодня председатель Объединенных Штабов, военный Мак Милли, в общем-то, уже практически не стесняясь, принуждает к этим переговорам. Об этом говорит Бернс, наш помощник по национальной безопасности, кстати, бывший посол, который был в хороших отношениях с Путиным. То есть, понимаете, у нас все время что-то говорят, но я повторю, что на Украине это никаким образом не отразится, военная помощь будет продолжать. Я считаю, что этой помощи очень мало. Украина не получает ни самолетов, ни танков. Вот та помощь, которая сегодня оказывается Байденом, это вот так вот, чтобы было ни войны, ни мира. Вот. Поэтому... Это вы хорошо сформулировали, чтобы ни войны, ни мира. Я тоже так лично это воспринимаю. Смотрите, а вот когда были выборы, значит, последние в США крайне, шла борьба между Хиллари Клинтон и Трампом, Порошенко был президентом, и все ручные блогеры Порошенко, которых он проплачивает, во время уже, когда шло голосование, они уже публиковали все, наши, они называли демократов, то бишь, все, наши впереди, ребята, там через 5 минут будем праздновать победу, и тут гром среди ясного неба побеждает Трамп. И тут надо выкручиваться, менять как-то риторику. Вот вам не кажется, что это какой-то вот, ну я не знаю, действительно вирус какой-то страшно поразивший вот постсоветское пространство, когда вы можете втягивать себя в такие игры, и теперь Трамп президент, и вы требуете от него какого-то другого отношения к себе. Да, может, надо дождаться результатов, потом что-то... Я понял, Денис. Да, к сожалению, Украина, с моей точки зрения, оказалась, что она не на высоте, нужно было просто занять нейтральную позицию и принимать то, что будет. Вот это было совершенно логично. Да, я знаю о том, что у нас уже пили все шампанское, и все думали, что победит Хиллари Клинтон, но к моей великой радости получилось то, что получилось. И я понимаю прекрасно, значит, украинское руководство, оно зависимо. К сожалению, вот Украина вот так получилось, что после 30 лет вот так получилось, как получилось. Что они очень зависимы, и они вынуждены как-то вот играть и говорить все время нашим президентам, чего изволите. Но тем не менее, можно было хотя бы сохранить какую-то вот просто нейтральность. Вот не надо брать ни ту, ни чью сторону. Вот кто победил, все, мы принимаем ваши правила, вот победили, мы вас поздравляем. Но, к сожалению, этого не произошло. К сожалению, этого не произошло. И что мы видим сегодня? Сегодня мы видим то, что наш левый корпус, наш левый берег, вот это кощунство. Но они используют войну Украины как инструмент борьбы с Трампом. Вот это называется танцы, это называется, знаете, как пиар на костях. Люди погибают. И вот сейчас многие наши политики, особенно левого толка, используют эту войну вот, в своих политических целях, что совершенно неприемлемо. Вот. А я думаю, что вот в Украине не стоит переживать о том, что каким-то образом эта помощь сократится. Нет, и еще раз нет. Да. Я полностью вас поддержу, но я, правда, в Америке всего 2 месяца, и, скажем так, у меня вынужденная эмиграция. Вы человек, который давно и в гуще, как вы сами сказали, событий. И вот у моей аудитории на моих стримах тоже был вопрос, кто пытается в этом всем тоже разобраться для себя. В контексте последних новостей, значит, Десантиса, борьбы с Трампом внутренней, да, в республиканской партии, кто же будет выдвигаться? Как вы это прокомментируете? Ну, я считаю, что эта тема, она искусственно подогревается и делается в основном из лагеря демократической партии. И очень хочется демократам поссорить, вызвать этот конфликт Трампа и Десантиса. Для чего? Для того, чтобы посеять вот такой конфликт внутри самой партии. На самом деле, значит, при всем том, что я к Трампу относился очень хорошо, я считаю, что, в общем-то, это совершенно, наверное, не надо было говорить эту фразу о Десантисе. Ну, Трамп есть Трамп. Он сказал, но я не считаю, что это самый большой его недостаток.
И к чести самого Десантиса он не стал никак на это реагировать. Он сказал, что я победил. Он действительно победил. И он сейчас будет сосредоточен на этих, на 4 года у них будут это время для того, чтобы быть губернатором Флориды. Я, например, еще нигде не слышал о том, что вот Десантис собирается официально идти президентом. Пока этого нету. И если мы посмотрим политические, значит, часто у нас проводят такие пулы, на сегодняшний день Трамп значительно опережает Десантиса. Я считаю, что вообще это два очень ярких, это я считаю, что самых два ярких политика, которые есть на республиканском небосклоне. И жалко, что меня никто не послушается. Мне бы очень хотелось, чтобы они выдвинулись дуэтом. Но с другой стороны, я понимаю, что это два лидера. И, в общем-то, скорее всего, они не будут вместе. Вот. Как будут развиваться события, тоже еще есть 2 года. Очень много воды утечет. Я еще, значит, предполагаю, что, может быть, вдруг всплывет какая-то фигура, например, значит, губернатор штата Вирджиния Йонкин, который тоже с амбициями. То есть за 2 года может много чего произойти. Поэтому я бы сейчас не конкретизировал на фамилиях. И потом, понимаете, в республиканской партии по блату эту гонку никто не выиграет. Если вы немножко следили за праймерис на нашей демократической партии, на Трампа, на выборах Трампа и Байдена, вы не могли не заметить, как по отмашке вдруг кандидаты у демократической партии по отмашке сказали: все, мы сдаем голоса, и вот отдали все голоса в Байдену. У нас такого, в республиканской партии такого не будет. У нас как в Израиле. У нас 5 республиканцев, как в Израиле. 3 человека, все хотят быть премьер-министрами. В республиканской партии все люди, каждый человек имеет свое мнение. Никто не стесняется его высказывать. У нас принцип один за всех и все за одного, он совершенно отсутствует. Поэтому у нас будет очень весело. А еще будет веселее то, что у нас будет 2 расследования одновременно идти. Вы знаете о том, что как только стало известно о том, что мы взяли Палату представителей, Маккарти сказал о том, что мы начинаем расследование байденовской семьи, что было совершенно правильно. И тут же, через буквально там на следующий день, Министерство юстиции имени Байдена, я называю имени Вишинского, они сказали о том, что начинается другое расследование. Мы назначаем специального прокурора, который будет продолжать расследовать Трампа. Но к тому, что Трампа расследует, это уже 6 лет, мы к этому все привыкли. Это уже как-то скучно. Уже хочется какой-то сценарий, понимаете, какое-то кино становится скучным. Хочется какого-то разнообразия. Вот так что одновременно у нас будут расследовать Байдена и одновременно будут расследовать Трампа. Поживем, увидим. Вот. Скажите, а вот последнее для меня положительное такое событие и с хорошей стороны меня впечатлившее, это покупка Твиттера Илоном Маском. Вы какое-то место в этой серьезной игре отводите этому событию и Илону Маску в частности в американской политике? Потому что я это вижу как чистая политика, покупка Твиттера и... Ну, в общем-то, да, я считаю, что это был очень достойный покупок, но я хочу напомнить, что Маск никогда не сможет быть президентом американским, потому что он не родился здесь, он родился в Южноафриканской республике, но свои позывы его очень благородны. Вот, я смотрю сейчас, он уже даже предложил, даже сказал, что о том, что после голосования, я не знаю, для чего надо было делать голосование, они посоветовались, вот вы не против, чтобы Трамп вернулся в Твиттер. В общем-то, большинство сказало да, но сам Трамп имеет уже True Social, поэтому сказал, что как-то в этом нет необходимости, он туда не идет. Это, я думаю, что была игра слов. А поступок Трампа, поступок Маска, он очень-то, в общем-то, это свобода слова, это, в общем-то, я думаю, что только пойдет на пользу американскому обществу. Маск разный, можно о нем разного говорить, он такой эпатажный, он говорит разные вещи. Но он всегда говорит, понимаете, с ним всегда интересно. Вот я считаю, что это очень сильный человек, это очень сильный бизнесмен. Вот, играет в какие-то игры. Я не знаю, какие он играет игры, но пока я ничего плохого в этом не сказать не могу. То есть я это очень поддерживаю. Я считаю, что это совершенно правильное решение, когда в Твиттере любой человек может высказывать свое мнение и не будет бояться за то, что ему что-то за это будет. Так что я бы поставил больше позитивный настрой у меня на это решение купить Твиттер. Я вам скажу вообще, когда была борьба между Байденом и Трампом на президентских выборах, когда Трампу заблокировали его аккаунты, и в Твиттере в частности, и потом сейчас эти расследования ФБР, вот эти вот изымают документы, мне, к большому моему сожалению, запахло чуть-чуть тоже нашими странами постсоветскими, когда благодаря политике ты начинаешь сводить счеты с оппонентами. Благодаря админресурсу. Это же, а в Твиттере, это же ужасно, как в Америке могли такое сделать. Для меня это был, честно говоря, шок. Что... Мы все задаем этот вопрос. Больше всего этот вопрос задает Дональд Трамп. Он неоднократно говорил, что мы уже являемся страной третьего мира. Вот я считаю, что мы уже тоже превращаемся, к сожалению, мы иногда
напоминаем Венесуэльскую республику. И вот в чем сила Трампа. Трамп это вот тот человек, который все время говорит правду. Вот он как раз таки, он может говорить много вещей, которые может резать слух. Возможно, бы в личной жизни, если бы такой персонаж, как Трамп, появился, наверное, с ним было бы очень сложно, неудобно общаться. Но вот, понимаете, Трамп это вот какая-то спина, это тот фундамент, который пытается, вот встал на танк, и он не хочет, чтобы Америка опустилась вот в этот социалистический, этот кошмар, из которого мы приехали. Поэтому у меня вызывает это только уважение. И я часто закрываю глаза на те вещи, которые он говорит, он не все говорит правильно. То есть он не все говорит то, что вот люди хотели бы услышать. Но он человек, который постоянно, вот то, о чем вы сказали, он постоянно об этом говорит, о том, что мы превращаемся в страну третьего мира, о том, что сейчас радикальный левый назначен специальным прокурором. Это человек Обама, это человек Холдер, это человек, который, в общем-то, ангажированный, человек, который на 100% поддерживает нашу эту безумную леволиберальную повестку. Ну что от него можно ждать? И Трамп не боится об этом говорить. У меня это вызывает только уважение. И вы очень правильно заметили, что да, это вообще только слепой может не заметить, что страна наша, замечательная Америка, к сожалению, вот очень много есть случаев того, когда мы напоминаем Венесуэльскую республику, особенно это связано с нашими последними выборами. У вас в Украине есть такой персонаж, вот, Сергей Васильевич Кивалов, вот уроженец Тирасполя, по-моему, да. Вот, и я не очень много был увлечен в украинскую политику. Я помню 2004 год, я помню вот эту вашу коронную фразу «Кивалов, підрахуй». Да. Вот мне кажется, что школа Кивалова, школа Сергея Васильевича Кивалова, она уже в Америке, судя по тому, как у нас проходили выборы в 2020-2022 году, я думаю, что они точно, у них главный консультант был Сергей Васильевич Кивалов. Не знаю, он еще есть такой политик? Он еще Его не в политике, он уже он достаточно... уже отошел. Да. Ну, вот такое вот, в общем, школа Кивалова в Америке действует. Да, это, конечно, ужас. А я вот тоже не могу спросить у вас, я вроде как 2 месяца в Америке, но я пытаюсь как можно больше информации впитать, то, которое меня интересует. И я не могу не заметить среди молодежи какое-то сумасшедшее сейчас идет, ну то есть молодежь леваки. В Америке в том числе, очень много, не все, но очень много. Для меня прям как-то вот открытие стало, что эти левые идеи уже в Америке чуть-чуть пугает, если честно. Да, ну, понимаете, если это началось не вчера, это началось на середине 60-х годов, когда, в общем-то, было такое известное движение хиппи называлось, хиппи, да, называлось. И, в общем-то, что произошло? У нас красная профессура, вот так получилось, что она стала вот главным мейнстримовским направлением в колледжах. И вот где-то в середине 60-х нашим студентам постоянно вот говорят и говорили, и, к сожалению, сейчас после прихода Обамы это все усугубилось, о социализме, о ненависти к капитализму, о том, что о рабстве. То есть, в общем-то, тут это целая очень большая необъемная тема, и понимаете, опять-таки, все, лишь бы день начинался, заканчивался Трампом. Трамп человек, который встал против этого. Трампу вообще не нужна была политика, Трампу не нужно было президент, он обеспеченный человек. Трамп плоть от плоти, значит, продукт этой страны. Понимаете, ему было очень больно видеть, что происходит с его страной, поэтому он восстал против этого. И он до сих пор борется. Вот поэтому вот это мне вызывает уважение. У него есть очень много сторонников, есть очень много последователей. Я, кстати, не сторонник крайне радикального, значит, правого движения, там тоже есть свои нюансы, но вот то, что я вижу со стороны Трампа, это человек, который старается с грудью защитить Америку, чтобы Америка продолжала быть той страной, какой ее создали отцы-основатели. Вот. А то, что вы говорите за лев, это вирус. К сожалению, это чистая правда. У нас очень многие левые люди и в школах. Я скажу, что очень много зависит от воспитания детей, от родителей. Вот, если, например, у нас таких проблем не существует, у меня все хорошо, у меня нет лево отмороженных людей, у меня, в принципе, я и очень многие мои родственники, мы все совершенно люди адекватные. И знаете, какая причина? Я ничего сильно много своей дочке не рассказывал. Я ей просто рассказывал причину, по которой мы уехали оттуда. Вот. И вот понимаете, если родители беседуют со своими детьми, они должны говорить им правду, почему мы здесь оказались. Правду, не надо врать. И тогда мне кажется, что детки будут, в общем-то, детки не сойдут с ума, хотя, к сожалению, это наша беда. И я считаю, что в следующий раз, если мы вообще когда-нибудь увидим, доживем до того момента, когда, значит, республиканцы пойдут к власти, неважно, там, Трамп или Дезантис, я считаю, что самое главное, первое, реформа образования. Вот.
от этого все начинается. Трамп, к сожалению, ну, просто физически не успел сделать эти реформы. И, понимаете, президентство Трампа, его каждый день вызывали на расследование, каждый день ему вообще ничего не давали работать, ничего не давали делать. Поэтому он физически не успел. Надеюсь, что тот, кто придет в 24-м, это сейчас очень сложно сказать, за 2 года очень сложно сказать, кто вообще выйдет в финальный круг и кто победит. Но если даст Бог так получится, что это будет больше консерватор, неважно, Трамп или Десантис, то это первое, с чего нужно начинать, то, о чем вы сказали, вот реформа образования. У меня просто есть знакомые, значит, здесь во Флориде, у него дети, и дети приходят со школы, и там их, как вы сказали, начинают потихоньку вот эту информацию ненужную, будем говорить, левую вкладывать, и дома происходит у них как бы обратно, другое программное обеспечение устанавливается в голову детям. Ну, я тоже чуть, честно говоря, в шоке был. Поэтому я поддерживаю про образование. Действительно, значит, эта проблема есть. Значит, здесь корень проблемы, почему я это слышу уже от людей там 30-35-летних, левой идеи. Проблема есть, это проблема. Это очень самое главное. Хотя вот есть, у меня дочка учится в очень хорошем колледже, в Carnegie Mellon University, у них есть республиканская группа, ну, в общем-то, такая, она не подпольная, она очень, очень незначительная. То есть официально республиканцы не запрещены. Но неофициально, в общем-то, это не очень нежелательно. Это, понимаете, такая ситуация, как когда-то была там, в Советском Союзе, когда люди, которые ходили, например, верующие люди, которые ходили там либо в синагогу, либо в храм, они очень нежелательно было, чтобы об этом все знали, потому что это бы неправильно, это к этому плохо бы отнеслись. Вот у нас точно так же сейчас, вот если ты, например, работаешь в Сити, если ты работник Сити, так желательно, чтобы у тебя вообще не было соцсети, а если они у тебя будут, желательно, чтобы ты вот следовал линии этой партии. Это ужас, это кошмар, к сожалению, это у нас есть. Вот. А я хочу вас похвалить, вы вот как раз таки Флорида, это, наверное, на сегодняшний день это такой островок свободы. Насколько я знаю, что все эти безумные инициативы Десантиса, он их как-то пытается с ними бороться, и судя по тому, вот, какие были вот у вас хорошие результаты выборов, когда он разбил на 20%, я считаю, что Флорида это вот какой-то такой, это вот Америка. Причем это самое интересное, что Флорида такой не было. Флорида такой начал становиться. В 2018 году Трамп победил, если Десантис победил с очень маленьким, там буквально проценты. Вот. А вот сейчас, по сути дела, вот так как прозвали в Флориде, когда в пух и прах разбили все эти либеральную повестку, вот это вот такая вот ситуация должна была быть по всей стране. Ну, понимаете, школа Сергея Васильевича Кивалова значит, Флориду не коснулась. Поэтому Флорида выдала вот такие хорошие результаты. Во Флориде не было этого безумства. Если там подавали, значит, по почте эти бюллетени, испорченные бюллетени его выкидывали, все, его не было. У нас было совсем по-другому, у нас это лечили эти бюллетени, если это только был за демократа, в общем. Флорида, все эти вот демократические хотелки, они были устранены. Во Флориде вообще выборы шли один день, так как они всегда в Америке шли. Выборы начинаются утром и заканчиваются в 12 ночи, все. Вот так было во Флориде. А если уже начинает читать, и выборы переходят в ночное время, и когда начинают ломаться машинки, в общем, это очень плохой знак. В Марикопе, штат Марикопа, у нас оказывается не 20%, 48% этих машин для голосования не работало. Безумие. Это в Америке. Но тем не менее, значит, выборы состоялись, минимальная была победа обеспечена демократам, к сожалению. Вот. Так что Флорида, как бы сегодня Флорида флагман. Вы правильный штат, Денис, выбрали для... Да, так, это не случайно, это не это случайно. очень правильный штат. Как минимум 4 года это будет такой островок свободы. Вот, и, ну, вы, наверное, в курсе, какое количество людей туда приезжает сейчас в Флориду. Да, конечно, да, приток людей, конечно. В частности, из Калифорнии многие, потому что вообще моя семья, они когда мигрировали из Украины, там, в начале 90-х сюда, они в Лос-Анджелес приехали. Я в Лос-Анджелесе был 10 лет назад, в 2012 году, для себя все отметил, а последние годы, вот, будем так говорить, чтобы корректными, значит, Black Lives Matter, когда прошло, Лос-Анджелес превратился в помойку в прямом смысле этого слова. Ну, вот в прямом смысле этого слова. И я решил даже туда не ехать для того, чтобы себя не портить эти воспоминания о другом Лос-Анджелесе. И я смотрю, ситуация будет там только ухудшаться. Ну, да, я называю социалистическая республика Калифорния. Да. Ну там ужас, там у них, если вы идете в магазин, где воровство на $900, это не воровство, это так, это нищета, это не уголовно наказуемое преступление, поэтому
Да, я даже могу сказать, что Калифорнии, губернатор Калифорнии, кстати, родной племянник уходящий Нэнси Пелоси, вот поговаривает о том, что он может быть, одна из, как бы, он, может быть, пойдет в президенты. В таком случае, когда говорят о предполагаемых кандидатах, в общем-то, его имя звучит чаще, чем другие. Так что вот так вот. Не дай бог. Скажите, а вы с чем связываете, скажем так, столь ранний старт, ну, уже будем говорить, предвыборной кампании, ну, что Трамп стартанул, то есть сейчас он начинает собирать деньги. Это банально для того, чтобы собрать больше денег? Или вот с чем это связано, что он так Я рано? думаю, что Трамп сыграл просто на опережение. Мы прекрасно знаем о том, что сейчас происходит с его расследованием. Я считаю, что в какой-то степени это был тактический прием, вот именно сыграть на опережение с тем, чтобы, в общем-то, рассосался туман, что он да, действительно идет. И судя по тому, что рейтинги, в принципе, не упали, что он по-прежнему возглавляет список, я предполагаю, что это было совершенно правильное решение. Вот я даже, вы понимаете, это даже еще не факт. Понимаете, по поводу Трампа сейчас попутный ветер не дует в сторону Трампа. И обстоятельства, которые складываются, к сожалению, они тоже не играют на повышение его авторитета. Вот так получилось. Вот как, знаете, каждому овощу свое время, каждому политику свое время, каждый понимаете, вы стоите в воде на берегу, и вот идет волна, она вас смывает. Через 5 минут там уже будет другая ситуация. То есть, понимаете, ситуация, скажем, 2020 года и ситуация 2024 года, она совершенно другая ситуация. У нас уже появился вот такой вот лидер, действительно, Десантис, вот эта его триумфальная победа, когда он вышел, эта картинка с 3 детьми, это было очень трогательно, И такого, в общем-то, самолюбивого человека, как Трампа, наверное, он это увидел. Наверное, он что-то понял. Хотя самое интересное, что Трамп в свое время помогал Десантису. Он ему очень помогал, практически он его поднимал, и у него была плохая ситуация. Сам Трамп об этом писал. Ну, с моей точки зрения, это не надо было сейчас озвучивать. Знаете, как говорится, если ты хорошее дело сделал, ты должен забыть до конца жизни. Вот кому ты сделал, вот он должен помнить. Но это Трамп, это беда характера. Это вот такой человек, какой есть. Я все-таки Трампа слушаю по его делам. Сделано, что сделано. Сегодня мы видим 2 ярких лидера, 2 красавчика. Вот. И кто из них войдет, не тяжело. Я очень рано об этом говорю. Может очень много чего поменяться. Дай бог, что все были живы-здоровы. И пока я говорю, очень рано. А вот то, что он сделал, Трамп, это был тактический прием. Это был такой тактический прием, играя на опережение. До выборов еще 2 года. Вы знаете, сейчас идут совершенно неприятнейшие расследования. Его со всех сторон его долбят. Посмотрим, как бы. Кстати, знаете, что по американским законам, даже если человеку дают тюремный срок, он имеет право баллотироваться в президент. То есть это, Я этого не знал, класс. Да, даже если вот, не дай бог, конечно, Трампу. Понимаете, у нас сейчас, то, что у нас сейчас происходит, это наше правосудие, это 37-й год. Нужно быть готовым к любому сценарию, будем говорить так. Но тем не менее, у меня есть телеграм-канал, и вот там есть Трамп, я напрямую его слушаю. Он оптимистичен, он, в общем-то, идет вперед, он, как бы, по-моему, больше переживает за него его сторонники, чем сам Трамп. Вообще поразительный человек, такой, знаете, бульдозер, цемент такой. Да. Понимаете, когда мы говорим о том, что речь стоит, кто пойдет сейчас в президенты, мне кажется, нам не нужны сейчас белые воротнички, вот такие красивые. Нам нужен такой кочегар, чернорабочий, который закатает рукава, который ничего не будет бояться. Но это моя точка зрения, хотя, знаете, сейчас у нас такая тенденция появилась. Люди, которые со мной вместе, в общем-то, они были за Трампа, они сейчас вот как-то так, у нас разделение идет. Ну, понимаете, я настоящий демократ. Если вы считаете по-другому, я ваше мнение вызову, я вас за это осуждать не буду. Вот я, например, не люблю, когда вот люди идут строем, а потом рота смирно, идем в другом направлении. Нет, вот этого я строем идти не буду. Вот, но люди, они, в общем-то, очень обоснованно, логически говорят о том, что, наверное, было бы лучше, если бы пойдет президент и Десантис, и в этом есть своя логика. Я считаю, что и те правы. Вот, и то, и другое мнение имеет право на, в общем-то, на жизнь. Да. А какая роль в этом всем бывшего вице-президента Майкла Пенса? Вот он долго молчал, сейчас с прессой начал общаться, и то он говорил в одном, скажем так, ракурсе, сейчас уже он так более лояльно к Трампу. Вот что вы про него скажете? Ну, Майк Пенс, к сожалению, это мое самое большое разочарование. Вот. Ну, начнем с того, что у Майка Пенса вообще нет никаких шансов на победу, слова совсем. Вот. У меня где-то был расклад последний по
Вот у Майкла Пенса жалкие там 5% все. У него очень, очень небольшие шансы. Я просто... вот последняя политика, есть такой у нас ресурс, вот они делали опрос. У Трампа 47%, он на первом месте. У Десантиса 33%, у Пенса 5%. На четвертом месте идет сенатор Тед Круз. Вот. Потом уже даже говорить неинтересно. Потом идет Марк Рубио, сенатор, 1%. Потом идет там Лиз Чейни, это левая республиканца с 1%. Ну там, в общем, много людей, у которых 1%. Если мы говорим о первой пятерке, Трамп, Десантис, Пенс, сенатор Круз. У Пенса 5%. Я думаю, что у Пенса, в общем-то, никаких. Я вообще думаю, что в политике он уже свое дело все сделал. Вот мне очень не понравилось. Не только мне, как он повел себя тогда. С моей точки зрения, это было предательство, и я не думаю, что у него есть политическое будущее, вот, особенно вот на этих выборах. Как он себя ведет, возможно, он чего-то понял там. Мне он очень нравился, я очень хорошо к нему относился. Я считаю, что, в общем-то, был такой очень достойный политик, но получилось так, как получилось. И шансов у него нет. Нет, точно нет шансов. Мне интересно просто, вас разочаровал, наверное, тогда же, когда и меня, в решающий момент, когда там с Да. Капитолием, вот эта вся история, когда Да. он задний ход Я буквально. был на улице, тогда я не ходил вовнутрь. Вот, да, меня это очень разочаровало. Интересно, когда начинают говорить про 6 января, самое интересное, что это было вот такое вот красочное событие, когда люди шли, напоминало первомайскую демонстрацию. Потом, когда я услышал о том, как начали это освещать, но вовнутрь, самые буйные вошли вовнутрь этого здания. Но я считаю, что это была в какой-то степени провокация, спланированная людьми Пелоси и FBI. Ну, как-то там слишком много, очень много таких несостыковок. Потом люди, как у нас говорят с комиссии 6 января, люди пришли на восстание, странно, люди пришли захватывать власть в свои руки, но при этом даже не взяли свои перочинные ножики. Вот, и была убита вот, Эшли Баббит, наша морская пехотинка. Вот она была единственная. Кстати, убил ее, по-моему, такой охранник Пенса, темнокожий. Вот, у которого нет, его сейчас вообще не расследуют, ничего о нем не говорят, о нем вообще забыли. Поэтому Пенс, к сожалению, Пенс, это уже история. Он может как-то, понимаете, любой политик, для того, чтобы быть на политических радарах, он все время хочет как-то о себе напоминать. Вот так вот это вот делает, но глобально я не вижу какого-то политического будущего у него. Ничего. А взаимодействие между Трампом и Десантисом мы исключаем совершенно полностью. Почему? Я не знаю. У них всегда были неплохие отношения. Сейчас у них, понимаете, сейчас Десантис, кстати, отдать нужно только Десантису, если вот очень достойно. Он ничего не комментирует, он, в общем-то, не критикует Трампа, он ничего вообще нет. Он сосредоточен именно на губернаторской работе, я считаю, что это совершенно правильно. Вот. Придет время, я думаю, что он наверняка выскажет свое мнение. Но, понимаете, вот это два сильных лидера, знаете, им тяжело ужиться на одном помещении. Вот это тот случай. Они обои по-своему прекрасны. И Десантис, вот судя по тому, как прошли выборы в Десантисе, если Десантис войдет в финал, не вопрос будет за кого голосовать. То же самое, если Трамп нужно сейчас пройти через ад. Это же нужно пройти через этот праймерис. Это я говорю, что блата никакого там нет. Там не будет такого, что вот мы играем все против него. Там каждый будет за себя. Так как у демократов один за всех, все за одного, у нас не будет. И вот. Я считаю, что все-таки вот это вот есть настоящая демократия, когда люди, вот рядовые американцы, кому они дадут предпочтение, кого они выберут, чтобы представлял ихнюю партию, Десантиса или Трампа. Если победит Трамп, это будет очень хорошо. Если победит Десантис в финале, это будет тоже прекрасно. А возвращаясь к делам Украина-США и война, как вы видите дальнейшее поведение Байдена? Он будет какие-то более кардинальные шаги делать? Или он будет все-таки вот так вот, как вы говорите, ни мир, ни война, непонятно что, типа как бы ждать, чтобы само собой что-то разрешилось? Ну, я вам хочу выскажу свое мнение. Я считаю, что Трамп, то есть я хочу сказать, что Байден это и есть самый главный фактор войны. И вообще война, что такое война? Это результат той дипломатии, которую проводил Байден. Вот год тому назад, если вы немножко следили за событиями, вы помните, был совершенно непонятный приезд Бернса в Москву. Он встречался, причем совершенно не по его рангу, он встречался с высшим политическим руководством. То есть, в принципе, ну хорошо, Байден обозвал Путина убийцам, шикарно. Мы всегда будем политика судить по его результатам. Любых дипломатов мы будем судить по результатам.
Вот я не думаю, что политика Байдена изменится. Я думаю, что это будет вот такая вялотекущее давание помощи Украине. Я предполагаю, что сейчас будет идти совершенно активное принуждение к переговорам. Я думаю, что сейчас, возможно, будут шантажировать Зеленского и будут говорить так, что либо ты садишься с Путиным за переговоры, либо мы тебе не будем давать оружие. Во всяком случае, об этом уже сказал Мак Милли, об этом уже говорит Бернс, об этом говорят в окружении самого Байдена. Я могу только предположить, что один из возможных вариантов, это будет вариант Северной Кореи, который когда-то разделили. Вот скажут, вот разделить Украину. Это очень плохой вариант. Тут вообще хороших вариантов, тут все плохие варианты. Проблема с Украиной, что есть плохие варианты и очень плохие варианты. То есть садиться за стол переговоров с Путиным, это ужасно. Как можно садиться за стол переговоров с человеком, который устроил украинский геноцид? Не садиться, а разговаривать больше не с кем. Конечно, идеальный вариант было бы, если Украина победила на поле боя, это было бы отлично. Я бы очень хотел, но это нереально. Как можно победить на поле боя, когда у нас есть самолеты, у нас есть танки, мы же ничего не даем. Мы даем исключительно, чтобы вот это состояние такое, чтобы, не дай бог, не разозлить Вовочку. Я думаю, что это будет продолжаться, такая политика будет продолжаться и дальше. И я прогнозирую, предполагаю, что сейчас очень активно будет муссироваться вот эта вот встреча Путина и Зеленского. И Зеленский, кстати, уже убрал, по-моему, из своих... Он же говорил, что при Путине никогда в жизни не будет. Сейчас уже это убрано. Ну как убрал? Ему сказали убрать. То есть, понимаете, это ужасно встречаться с Путиным. Это ужасно. Но, возможно, еще хуже с ним не встречаться. Вообще, я говорю, что тут нет хороших вариантов. Если переговоры будут, то это не значит, что это хороший вариант. Возможно, это говорит о том, что все остальные варианты, они намного хуже. Но предполагаю, что их заставят сесть за стол переговоров, заставят взять какие-то условия, чтобы остановить на какое-то время эту бойню. Вот это мое такое предположение. Вы знаете, я вам скажу, как человек, который войну встретил, скажем так, дома в Киеве, все это прочувствовал на себе и, повторюсь, по вынужденным причинам, кстати говоря, связанным с управлением Зеленского, вынужден был уехать. И зная всю эту кухню очень хорошо изнутри в Украине, я вам хочу сказать, что вот я своей аудитории для себя пришел к такому выводу, недели 3 назад, наверное, что нужно садиться за стол переговоров, как бы это ужасно, как вы говорите, не было, что это ужасно, но еще хуже не сесть. Почему? Потому что там есть такой Ермак, вы знаете, глава офиса президента. Да, да. Мягко говоря, это нехороший человек. И я понимаю, что произошло ужасное. Они хотят закончить войну и продолжать все то, как было. То бишь, мы же эту войну встретили не готовыми к этому. И через 2 года, если была война, мы бы не были готовыми. Потому что страна живет по течению классической постсовковой страны. Понимаете, они хотят делать какие-то непонятные вещи, набирая кредитов у МВФ, у США. Ну вот это вот на иголке этой сидеть, никаких кардинальных реформ не происходит. И поэтому я понимаю, что такое Путин, что это совершенно безумный человек, который действительно способен как минимум тактическое ядерное оружие применить. Я просто слабо верю, вот они сейчас заявляют активно, мы пойдем забирать границы 91 года. Но и я этого хочу. Но у меня масса знакомых, я четко понимаю, что Крым весь в буквах Z отходит сейчас, что Донбасс это все-таки большинство людей с совковым менталитетом в самом худшем смысле этого слова. И я против того, чтобы десятки, а может быть сотни тысяч наших ребят из вооруженных сил Украины отдали жизнь просто за кусок земли, которые потом просто придут наши чиновники и, извините за выражение, в говно такое же превратят, как и все за 30 лет независимости. Поэтому я считаю, нужно сесть. Я к чему веду, что я слабо представляю, что Путин проиграет военным путем, выступит, скажет, вы знаете, я ухожу, или там как Гитлер застрелится в бункере. Этот человек нажмет кнопку, это мое мнение. Поэтому здесь вопрос только дипломатии остается. Это на мой взгляд. То есть... Я думаю, что кардинально события в Украине поменяются тогда, когда, значит, президентом станет, значит, консервативный республиканский президент. Вот я даже думаю, что если Трамп победил бы, то, ну, я уже четко убежден, что если был бы Трамп, войны бы просто не было. Вот эти все разговоры с этим Майсе про то, что Трамп, там, агент Путина, ну, врага своего нужно всегда на коротком поводке. Да. Вот это то, что делал Трамп. При Трампе не было войны. Вот. И я не сомневаюсь в том, что если появится вот такой сильный президент,
например, такой, как Дональд Трамп, то, в общем-то, это будет способствовать быстрейшему окончанию войны. Я слушаю иногда наших нормальных, адекватных военных, значит, экспертов. Они все говорят о том, что война в Украине могла бы закончиться очень быстро, если бы Украине дали вот то, что она просит. Прежде всего, это, конечно, наступательные самолеты, но это уже разговоры, уже надоело об этом говорить, все об этом знают, но ничего, к сожалению, не происходит. Если бы действительно Украина получила вот то, что и надо для наступательных, наверняка бы уже театр военных действий давно поменялся в сторону Украины, и вообще это был бы идеальный вариант победить на поле боя. Но, как говорил первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, маємо, що маємо. Да, Правда да, была? да, Вот. да. И из этого будем исходить. А скажите, а вы вот не видите в этом параллель, как в свое время, когда был Гитлер, да, вот эта вот практика умиротворения, которая ни к чему в итоге не привела к настоящей всемирной катастрофе, применяется и по отношению к Путину, в том числе то, что Байден не дает наступательное вооружение настоящее, надеясь, что Путин сам как-то успокоится. Вот мне интересно, как ваше мнение, если моделировать ситуацию, приходит Трамп, как он будет заканчивать войну? Все-таки давая оружие и показывая зубы Путину по-настоящему, или все-таки он усаживает за стол переговоров, поддавливает на всех и... Ну, я думаю, что в общем-то сам Трамп уже отвечал на этот вопрос. Я лично видел это интервью, причем не CNN, и Трамп говорил о том, что он бы дал Украине намного больше оружия, чем она требуется. И если вы следили за тем, что говорил Трамп раньше, то у них действительно была беседа с Путиным, и он так его полушутя, полусерьезно сказал, что если ты начнешь бомбить Украину, будет гореть, Москва будет гореть, он говорил напрямую. Да, я это тоже слышал, Об этом никто не говорит. Я думаю, что с приходом Трампа, Трамп не волшебник, понимаете, сейчас ситуация уже как бы ушла, но я вполне себе предполагаю, что с приходом Трампа это закончится все очень быстро. Предполагаю, что действительно Украина получит то оружие, которое ей надо, либо будут договоры, которые минимально ущемят Украину. Вот так я предполагаю. Ну, пока я не люблю эти конспирологии, я люблю исходить из тех фактов, которые есть сегодня, но то, что Трамп действительно говорил в дружеской беседе, своему дружку, агент Кремля, говорил, да. И мы же видели, что ни одна ракета не упадала, по-моему, там на линии противостояния Донецкой погибало 2-3 человека, совсем мало было. И прекрасно вели киевские каштаны, и Киев процветал, и при Трампе вообще в мире не было войн. Это все факты. Есть факты, а есть лирика, Денис. Так вот я всегда хочу исходить из фактов. Угу. То есть, подытоживая, при Байдене, значит, войска из Афганистана были выведены американские? Я думаю, что именно тогда и Путин принял это решение. Он когда посмотрел, как это позорный обед, этот кошмар, это позорище, которое происходило в Афганистане, я думаю, что он принял решение, а когда он непосредственно встретился с Байденом, он поставил окончательную печать. И еще что немаловажно, опять вернуться к тому, какая политика была при Трампе. Трамп добывал нефть. Трамп делал так, чтобы баррель нефти стоила копейки. То есть российский бюджет получал слезы, он совершенно ничего не получал. Сегодня я считаю, что фотография Путин, когда открывает свое портмоне, там должна висеть фотография Байдена. Потому что благодаря Байдену, благодаря тому, что закрыли все эти добычи нефтью, нефть ушла в гору. Он озолотился, он сколько-то миллиардов в день получает. Это именно результат той политики, которую вел именно Байден. При Трампе Трамп делал очень умно. Он в Хельсинки ездил, он с ним обнимался, но нефть была копейки, он вообще ничего не мог. Да, доходы бюджета, российского бюджета были минимальны. И это тоже факты. Но опять-таки, к сожалению, на мейнстримовских украинских каналах об этом не любят говорить. В основном уже повторяет наш CNN. То есть Украина сегодня это CNN, в основном все то, о чем говорят на центральных украинских каналах, это CNN на украинском. Вот то, что я слышу иногда. И вы знаете, я лично для себя поставил такой, будем говорить так, диагноз, уже как в медицине, этому всему. Потому что все украинские чиновники на самом-то деле почему хотят демократов? Потому что будут выделяться бабки, как демократы любят деньги налогоплательщиков куда угодно, направо и налево без их разрешения отдать. Давать Украине подпитывать, чиновники будут наши потирать руки, и их все устраивает. А такой человек, как Трамп, если он Столтенбергу, генсеку НАТО, сел и сказал, а как это так получается, да, вы помните?
то почему это он в Украине не задаст такие вопросы, и все. Ну вот криптовалюта, пожалуйста. Криптовалюта, вот эта биржа криптовалюты, которая рухнула. В общем-то, 60 миллиардов давали Украине. Почему Украина решила, что 60 миллиардов нужно вложить в американскую криптовалюту? Я не знаю, по-моему, это самое главное для Украины, вот вкладывать миллиарды денег в эту биржу. А потом вдруг сразу после выборов биржа взяла и разорилась. И, кстати, сейчас будет расследование, тоже в Конгрессе уже будет это расследование. Надеюсь, что оно будет доведено до конца. Да, к сожалению, я с вами согласен, что вот эти деньги, которые идут от нас, вот почему многие республиканцы, когда республиканцы говорят о том, что, ребята, мы не против того, чтобы давать деньги Украине, но мы хотим знать, куда они идут. Мы не хотим, чтобы эти вот демократические, я называю это демократические хотелки. Вот выделяются миллиарды денег для того, чтобы конкретно помогать Украине. Потом вдруг эти деньги идут на какие-то зеленые нужды. Вот почему республиканцы, когда задают вопрос, и сразу говорят, а вот, вы не хотите, чтобы Украине помогали. Ну, это же совсем не так. Да. Денис, огромное вам спасибо. Я думаю, мы дадим огромное количество информации аудитории для переваривания, для того, чтобы они жили не только телевизором и какими-то непонятными переводами, потому что в Украине зачастую сайты непонятно как переводят, совершенно меняют контекст того, что сказал Трамп. После последних высказываний про Крым вы видели, да, заголовки. Трамп сказал отдать Крым немедленно. Ну там кошмар какой-то, безумие. Кликните в Google «Крымская декларация Трампа», и вам покажут, что произошло 25 июля 2018 года. Она была обнародована. Это же все легко. В Google, на русском, на украинском языке напишите. Напишите «Крым», напишите 25 июля 2018 года, Майк Помпео, «Крымская декларация Трампа». Все четко написано. Я ничего не выдумал. Да. Вот. Спасибо вам большое за приглашение, Денис. Да. Я думаю, будет повод, а у нас сейчас такая жизнь пошла, что каждый день может что-то случиться, информационная бомба. Да, повторим, зрителям расскажем то, что они расскажут в Украине и вообще в постсоветских странах. Хорошо. Огромное вам спасибо. Нет, всего доброго, до свидания, Денис. До свидания.